Привет! Случалось ли вам прокручивать Netflix в поисках чего-нибудь интересного и замирать в полной нерешительности от огромного груза тысячи новых сериалов? Среди такого изобилия оригинального контента сложно выбрать что-то действительно стоящее и качественное. Поэтому в дело вступаю и я. Я не поленилась за вас решить, что стоит посмотреть, а что можно и пропустить. Я выбрала такие сериалы, с которыми вы точно забудете о скуке. Поэтому продолжайте смотреть мое видео, и я вас познакомлю с небольшим списком, на мой взгляд, лучших проектов Netflix 2020 года. Приятного просмотра! Скажу честно, давненько я не увлекалась шахматами, точнее никогда, но адаптация романа Уолтера Тевиса, написанного еще в 1983 году, захватила мое внимание и внимание многих зрителей. Кто бы мог подумать, что отвлеченный от шахматного мира человек будет с упоением слушать о шахматных эндшпилях и гамбитах. Мини-сериал прослеживает невероятный жизненный путь сироты Бет Хармон, проделанный ею прежде чем стать лучшей шахматисткой в мире. Действие этого, исполненного проблемой независимости сериала, разворачивается на протяжении 14 лет, и его сюжет не основан на реальной истории. Но это говорит лишь о том, насколько хорош сериал, ведь в основе столь прекрасной истории редко когда до определенной степени не лежит реальность. Шахматы не просто хороший тематический антураж и второстепенный инструмент. Шахматы здесь огромный мир, полный фанатов и фанатиков, легендарных и широко известных в узких кругах личностей, консервативных правил и сломленных стереотипов. Но что кроме спорта? Первое, что бросается в глаза, великолепное чувство стиля у всех, кто отвечал за картину. Американские 60-е поданы без единого дайнера или парада Бьюиков, как это обычно принято. Атмосфера создается огромным числом небольших деталей, где-то едва заметных, а где-то выходящих на передний план. Небольшой спойлер. Скоро на моем канале выйдет новое видео, где я расскажу о тайных смыслах, скрытых в костюмах главной героини сериала «Ход королевы». Так что нажимай на колокольчик и не пропусти. Ratchet. Mildred Ratchet. Можно ли представить сериал режиссера Райана Мерфи, где бы не блистала прекрасная Сара Полсон? Сомневаюсь. В сериале «Рэтчет» Полсон играет пресловутую демоническую сестру. Точнее, ее условную и очень характерную для Мерфи версию. Действие развивается в психиатрической лечебнице на побережье Северной Калифорнии в конце 40-х годов. Заведение доставляют Эдмунда Толсона, убившего с особой жестокостью 3 священников, для освидетельствования и проверки вменяемости. В это же время в придорожный мотель заселяется колоритная дама Милдред Рэтчет, которая вскоре обманным путем устраивается в лечебницу. Далее без спойлеров, это нужно видеть своими глазами, и поверьте, им будет чем насладиться, начиная от потрясающих пейзажей и общих планов до невероятной цветовой гаммы, которая добавляет напряжение и в без того острые моменты. Особого внимания заслуживает костюмы и прическа героев. Это нечто потрясающее, то, что заставляет обратить внимание на детали. Текстуры, цвет, услада для глаз, чего только стоит цвет автомобиля сестры Рэтчет. Мерфи еще до выхода первой серии заявил, что сезонов будет как минимум 2. И это невероятно радует, потому что первые 8 серий сезона я проглотила буквально за день. Но перед просмотром мой главный совет. Не надо смотреть серию за серией, не совершайте моих ошибок. А лучше впитывайте каждую деталь, цвет и фразу. Приятного просмотра. Когда в противоборство вступают подростки из враждующих племен, накала страстей не избежать. Вспомним хоть Монтеги и Капулетти. На сей раз соперничают подростки с побережья Северной Каролины, бедняки-живцы и богачи-акулы. Молодые серферы расследуют исчезновение отца своего главаря и отправляются на поиски сокровищ. Сериал мне действительно понравился не только своей магической историей, хоть и тривиальной, но и безумно классной летней теплой атмосферой. Мне давно не попадались фильмы и сериалы с таким особенным отражением жизни подростков, да и просто людей в солнечных штатах. Так что он особенно приглянется тем, кто интересуется культурой Америки. Единственное, что мне не понравилось, это абсурдность и глупость некоторых моментов. Начнем с того, что когда я услышала, что этим подросткам по 16 лет, я даже остановила на минуту просмотр, дабы переварить информацию. Я не знаю, где режиссеры видели таких накачанных 16-летних, объективно зрелых на вид ребят. Точно уж не в реальной жизни. Мне кажется, было бы логичнее, если бы они стояли все-таки на пороге совершеннолетия, но 16 лет слишком неправдоподобно. Но в целом, безусловно, рекомендую к просмотру, потому что хоть картина и простая, но очень увлекательная и напоминает нам о лете и свежем запахе моря. Наверное, половое воспитание стало для меня самым приятным открытием 2019 года.
но в 2020-м вышел уже второй сезон. У этого сериала есть очаровательный шарм, все, что на экране, оно не выглядит пошлым, кажется, все так и должно быть, открыто и местами неловко. И до чего же парадоксален сюжет. Неопытный подросток с явно бисексуальными проблемами начинает давать консультацию на темы секса и отношений другим подросткам. Это смешно, ярко и переживательно. Естественные темы, на которые почему-то в России не принято открыто говорить с подростками, поднимаются с удивительным вкусом и юмором. Кроме того, сериал затрагивает и проблемы отцов и детей, присущие любому поколению, когда родители не понимают тебя, твоих желаний, сами провоцируют на бунт, подавляют проявление самовыражения, пытаются контролировать в 16 лет. Когда ты уже взрослый, независимый, а самое обидное, что предки не помнят себя в отрочестве. Красной нитью прослеживается и проверка на прочность дружеских отношений. Что дороже? Друг, с которым ты с 9 лет, или девушка-одиночка, которая симпатична, но кажется недоступна именно тебе? На мой взгляд, второй сезон так же хорош, как и первый. Оба сезона имеют открытый и немного грустный финал, но такое завершение оставляет много возможностей для продолжения, которого многие наверняка будут ждать с нетерпением. Ведь авторы «Полового воспитания» теперь уж точно заслужили неограниченный кредит доверия и фанатскую любовь, такую же сильную, с какой они создают свой умный, до неприличия смешной и фантастический душевный проект. Очень уютная фэнтези от Netflix, которое я опять-таки посмотрела за невероятно короткий промежуток времени. И каждый раз при просмотре новой серии я ловила себя на мысли о том, чтобы заварить теплый чай, укутаться в плед, лежать так весь вечер и не вылезать никуда. В центре сюжета семья Локов, переехавшая в ветхий особняк, где на каждом шагу спрятаны волшебные ключи. С самых первых минут нас окутывает атмосфера таинственности. Раскачивается история достаточно быстро, уже в первой серии завяжутся несколько сюжетных линий с каждым персонажем, начнут приоткрываться завесы тайн над магическими ключами, из-за которых и начинается весь сыр-бор. Наши герои встретят много второстепенных персонажей, в общем, заскучать точно не успеете. Сериал вырос из мрачных комиксов Джо Хилла, сына Стивена Кинга, который явно унаследовал любовь к хоррорам от отца. Только адаптация получилась не такой зловещей и больше похожа на микс всех возможных мистических сказок, но эта вторичность сериалу только на руку. Пусть он не отличается большей оригинальностью, зато радует любимыми образами. Сериал получился не без грехов, но фанат не будет сильно разочарован, а обычный зритель насладится происходящим. Поэтому, если хотите посмотреть мистически увлекательный сериал, невзирая на подростковый мотив, то «Ключи Локов» или «Замок и ключ» именно то, что киноман прописал. Заранее не расстраивайтесь из-за открытого финала, потому что второй сезон сериала уже не за горами. Вот такой небольшой список, на мой взгляд, лучших сериалов 2020 года от Netflix у меня получился. Обязательно напишите в комментарии ваши любимые сериалы, мне будет интересно почитать. Также ставьте лайк, если это видео вам было полезно и оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал и ждите новых видео. Скоро мы с вами снова увидимся.